Президент России поговорил с Клаусом Швабом. Он исследует то, как меняют нашу жизнь, виртуальная реальность, интернет вещей, 3D-печать. Все такое, что казалось фантастикой. Вот свою книгу об этом нашему президенту и подарил Шваб, который, конечно, известен как основатель и бессменный глава Давосского форума. Книжица, которая мелькнула в кадре, называется «Четвертая промышленная революция». Что общего у нее с долгожданной игрой «Киберпанк 2077»? Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, и вам откроется то, чего вы точно не ожидаете увидеть. Итак, начнем. Книга о четвертой по счету технической революции. Однако уже около 100 лет назад, после Второй индустриальной революции, арифметически получалось, что при сохранении тренда каждое следующее поколение будет материально примерно вдвое благополучнее предыдущего. Экономисты рассчитывали, что в ближайшем будущем рабочая неделя сократится с 40 часов до 15 часов. Для среднего трудящегося просто не будет смысла работать больше. И с каждой новой революцией рабочее время скукоживалось. Таким образом, промышленная революция вроде как способна перевернуть, поменять местами работу и отпуск. Ведь если сократить нашу 40-часовую рабочую неделю до 1 дня, то средний трудящийся работал бы всего пару месяцев в году и посвящал бы отдыху и хобби остальные 10 месяцев. Но есть одна проблемка. Человек, которому для оплаты материального комфорта достаточно работать меньше четверти года, практически не управляем методом олигархической политики. И это ключевой момент. Простой и эффективный принцип этой политики – послушность и постоянный труд, либо голод – был сформирован еще в XVIII веке. И продолжение тренда научно-технического прогресса выглядело для корпоративно-олигархического мира довольно неутешительно. Так возник запрос на дружелюбный фашизм, который был описан Бертрамом Гроссом. По мнению Гросса, властная элита, включающая в себя корпоративную, правительственную и военную суперструктуру страны, склоняется ко всевозрастающему применению всех возможных способов из обширного арсенала дружелюбного убеждения с целью завоевать сердца и разум обычных людей. Давайте посмотрим на отличия. Если в классическом варианте мы имеем олигархический союз правительства и крупного капитала, в качестве лидера выступает харизматический диктатор или подставное лицо. В основе идеологии идеи военной экспансии и расового превосходства. То в более мягком варианте это уже слияние крупного капитала с государственным аппаратом. Новая технократическая идеология, более развитое искусство управления и оболванивания народа. Для того, чтобы решать подобные глобальные задачи, нужны были международные площадки для публичного обсуждения и согласования мер по строительству обновленного фашизма. Одной такой площадкой был Римский клуб, о котором мы рассказывали в прошлых выпусках. Ну а вторая площадка как раз была организована вот этим персонажем. Клаус Шваб – бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе. Обычно он находится в тени при освещении этого швейцарского форума в мировых СМИ. Шваб входит в круг людей, которые обладают знаниями и информацией, недоступной для простых смертных. Но самое главное, у них есть деньги и власть. Эти люди, как правило, не пишут книжки, они предпочитают писать историю. Кроме Давосского форума, Шваб активно участвовал в работе ООН. Был членом консультативного совета ООН высокого уровня по устойчивому развитию и заместителем председателя комитета ООН по планированию развития. И еще важное замечание. Клаус Шваб входил в руководящий комитет Бильдербергского клуба. В общем, крупная шишка. Конечно, такое положение не появилось с бухты-барахты. Клаус Шваб родился в 1938 году в нацистской Германии в семье фабриканта. Его отец руководил компанией Эшервис, которая была важной составляющей нацистской тяжелой промышленности, создавая паровые турбины для промышленного производства. Семья Шваба избегала участия в войне, но стала невероятно богатой как за счет войны, так и последующих усилий по восстановлению Германии. Предтечей ВЭФа был Европейский форум менеджмента, который Шваб основал в 1971 году, 50 лет назад. Здесь он пропагандировал свою идеологию так называемого стейкхолдерного капитализма.
в рамках которой предприятия должны были быть вовлечены в более тесное сотрудничество с правительством и в целом рассматриваться как важные субъекты глобальных преобразований, которые могут и должны вмешиваться в политику и общественные процессы. Шваб не молод, однако он относится к когорте так называемых «новых глобалистов», группе представителей транснационального капитала, которые в конце 60-х решили, что им необходимо взять на себя прямую роль в содействии глобализации. Главной идеей стало освобождение бизнеса от постоянного вмешательства со стороны своей озадаченной родины – суверенного государства. Решив, что новые глобалисты нуждаются в официальной платформе для продвижения своих идей, Дэвид Рокфеллер создал трехстороннюю комиссию, а Клаус Шваб основал Всемирный экономический форум. Эти бизнес-клубы успешно интегрировали в себя членов политической элиты, и уже вместе с политиканами они формировали движущую силу глобализации. Одним из первых ключевых спикеров Давосского форума на первом этапе был Отто фон Габсбург, наследник австрийского престола, один из основателей паневропейского движения, ярый противник СССР в холодной войне. В 1987 году Шваб переименовал свой Европейский форум менеджмента во Всемирный экономический форум. И эти три слова сейчас известны по всей планете. Суть этой площадки с долей юмора можно описать так. ВЭФ в швейцарском Давосе – это площадка, где миллиардеры объясняют миллионерам, как должны жить бедняки. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Стратегические партнеры Всемирного экономического форума – это группа из 100 глобальных организаций самого высокого уровня. В нее входят крупнейшие мировые банки, такие как Barclays, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Standard Chartered Bank. Партнеры ВЭФ – это такие крупные технологические и коммуникационные компании, как Huawei, Publicis, Omnicom. Две глобальные коммуникационные компании Facebook и Google – крупнейшее мировое агентство новостей Thomson Reuters, AstraZeneca и Pfizer, разрабатывающие вакцины от COVID-19. Из российских компаний в этом списке Банк ВТБ, Сбер и Лукойл. COVID-19 ускорил наш переход к эпохе четвертой промышленной революции, считает глава ВЭФ Клаус Шваб. Мы должны сделать так, чтобы новые технологии в цифровом, биологическом и физическом мире оставались ориентированными на человека и служили обществу в целом, обеспечивая всем справедливый доступ к ресурсам. Мы должны декарбонизировать экономику, использовать то небольшое окно возможностей, которое пока еще открыто, и привести наше мышление и поведение в соответствие с законами природы. Звучит очень по-доброму. Спасти весь мир и сделать счастливым каждого человека. Но какой комплекс идей на самом деле стоит за этими красивыми словами? Для этого нужно обратиться к ключевым моментам библиографии Шваба. Отличительной стороной мышления Шваба стало рассмотрение всех процессов в обществе с точки зрения интересов капитала и максимизации прибыли. Остальные внеэкономические аспекты общества уходили на второй план. Например, в 1971 году в своей книге «Современное управление предприятием в машиностроении» он использовал термин «заинтересованные стороны», фактически переопределив человека не как гражданина, свободного индивида или члена сообщества, а как вторичного участника коммерческого предприятия. Последние годы Шваб активно пропагандирует концепцию четвертой промышленной революции, написав на эту тему ряд книг. Одну из них, вышедшую в России еще в 2016 году, рекомендовал никто иной, как Герман Греф. «Если мы хотим быть среди лидеров, — пишет в предисловии книги Герман Греф, — мы должны понимать, в каком направлении будет происходить технологическое развитие в ближайшие годы и какие прорывные инновации ожидают нас в будущем». В своих работах Шваб говорит в частности об уберизации труда, освобождении капитала от издержек социальных выплат вследствие развития онлайн-платформ, распространении роботизации и алгоритмов, вытесняющих человека из сферы производства. Шваб является энтузиастом такого рода технологических изменений, отмечая, что новые технологии имеют не только экономическое, но и политическое значение. Основатель ВЭФ мечтает о мире, где происходит слияние технологий в физическом, цифровом и биологическом мирах. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Всем будет управлять искусственный интеллект, а вещи окажутся связаны через интернет. Биг-дата, интернет вещей, цифровая экономика и цифровизация – все эти заклинания современных российских либералов, включая высокопоставленных, наподобие Германа Грефа, являются лишь повторением того, что уже говорил и давно писал Шваб. Кстати, Греф – член Совета попечителей Всемирного экономического форума.
Конечно, все это подается исключительно как служение людям, или точнее потребителям, как их любит определять Шваб. Однако за словесной шелухой скрывается намерение установить новые формы контроля над уберизированным обществом, где отсутствуют любые формы социальной солидарности. И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? В частности, Шваб заявляет, что нужно перестать возражать против того, чтобы предприятия наживались на использовании и продаже информации о каждом аспекте нашей личной жизни. Озабоченность граждан неприкосновенностью частной жизни и установление ответственности в деловых и правовых структурах потребует корректировки мышления. Я вас не знаю. Открой дверь, блядь. Ага, сейчас. По мере расширения возможностей в этой области будет возрастать соблазн правоохранительных органов и судов использовать методы определения вероятности преступной деятельности, оценки вины или даже возможного извлечения воспоминаний непосредственно из мозга людей. Даже пересечение национальной границы может в один прекрасный день потребовать подробного сканирования мозга для оценки риска для безопасности человека. Они давно получили контроль над нашей жизнью. Но теперь им нужны и наши души. И с завидной настойчивостью господин Шваб повторяет одну и ту же мысль. Человек в четвертой промышленной революции отменяется. Умопомрачительные инновации, вызванные четвертой промышленной революцией, от биотехнологий до искусственного интеллекта, заново определяют, что значит быть человеком. Будущее поставит под сомнение наше понимание того, что значит быть человеком, как с биологической, так и с социальной точки зрения. Некоторые из нас уже чувствуют, что наши смартфоны стали продолжением нас самих. Сегодняшнее внешнее устройство, от носимых компьютеров до гарнитур виртуальной реальности, почти наверняка станут имплантируемыми в наше тело и мозг. Экзоскелеты и протезирование увеличивают нашу физическую силу, а достижения в нейротехнологиях повышают когнитивные способности. Мы сможем лучше манипулировать как своими собственными генами, так и генами наших детей. Эти достижения поднимают глубокие вопросы. Где мы проводим границу между человеком и машиной? Что значит быть человеком? В такой ситуации, по мнению Шваба, мир разделится на победителей и проигравших, неравных онтологически. Победители, ясное дело, это пользователи технологий, а проигравшие – те, кому киберпанк как-то не очень нравится. Если вы будете и дальше отрицать их существование, значит, они победили! Онтологическое неравенство отделит тех, кто приспосабливается, от тех, кто сопротивляется. Материальных победителей от проигравших во всех смыслах. Победители могут даже извлечь выгоду из той или иной формы радикального улучшения человека, порожденного определенными сегментами четвертой промышленной революции, например, генной инженерией, чего проигравшие будут лишены. Киборгизация, умное тату, чипирование – все это рассматривается Швабом как неминуемая составляющая четвертой промышленной революции, той самой, к которой мы стали, по его словам, ближе из-за COVID-19, и которая, по его словам, требует системного управления человеческим существованием. А такое управление не может быть локальным, оно может быть только глобальным. Мир, находящийся на пороге столь масштабных изменений, может и восстать, отказаться от киборгизации, контроля искусственного интеллекта и других радостей постчеловеческого мира. Но Шваб отмечает, именно такого поворота нужно избежать. Он с опасением следит за антиглобалистскими и популистскими движениями в мире, особенно французскими желтыми жилетами. По его словам, для успеха глобализационного проекта миру не хватает последовательного, позитивного и общего нарратива, в котором излагались бы возможности и проблемы четвертой промышленной революции, который необходим для того, чтобы избежать негативной реакции народа. Более того, чтобы совсем избежать сопротивления и реализовывать план в любом случае, Шваб и его коллеги по цеху регулярно говорят, что текущий кризис – это еще цветочки. А ведь будут и ягодки. Мы все знаем, но мы все еще не уделяем достаточного внимания страшному сценарию всеобъемлющей кибератаки, которая может остановить электроснабжение, транспорт, больничные услуги и наше общество в целом. Кризис COVID-19 будет рассматриваться как небольшое расстройство в этом отношении по сравнению с более крупной кибератакой. О том же говорит Джереми Юргенс, исполнительный директор ВЭФ. «Я считаю, что будет еще один кризис. Он будет значительнее. Он будет быстрее, чем то, что мы видели с ковидом. Последствия будут больше, и в результате экономические и социальные последствия будут еще более значительными». Так что назад пути нет, и это Шваб говорит прямым текстом. Многие спрашивают, когда мы наконец сможем вернуться к нормальной жизни. Если вкратце, никогда.
Мир больше не будет прежним. Капитализм примет иную форму, у нас появятся совершенно новые виды собственности, помимо частной и государственной. Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности. Они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага, утверждает Шваб в своей новой книге «COVID-19. Великая перезагрузка». Эту концепцию Шваб презентовал еще летом совместно с генсеком ООН, исполнительным директором Всемирного банка и принцем Чарльзом. Великая перезагрузка не единственный маркер, по которому происходит узнавание свой-чужой. Есть еще лозунг, созвучный с другой известной фразой «Build back better» – «Отстроим лучше». Персонаж сверху слева, кто не знал, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Сын отца, который всю карьеру положил на теории депопуляции, работал на Всемирный банк, 40 лет назад написал книжку про вирус, который убивает человечество. А сын Борис еще в 2007 году написал статью под названием «Мировое перенаселение. Реальная проблема». Вот еще одно интересное совпадение. 10 лет назад, в 2010 году, Ричард Флорида, американский экономист, написал книгу «The Great Reset», где он предсказывал экономический кризис 2020 года, запускающий великую перезагрузку и четвертую индустриальную революцию. Кстати, второй автор, как мы видим, это Тьерри Маллера, также известный под псевдонимом Милтон Пил, муж ассистентки принца Чарльза. Кстати, именно папаша принца Чарльза, принц Филипп, герцог Эдинбургский, обронил однажды такую фразу: «Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на Землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческую популяцию». И этот добрячок, между прочим, был президентом Фонда дикой природы. Но вернемся к соавтору книги Тьерри Маллера. Он является финансовым консультантом The Monthly Barometer, AJ Partners, Rainbow Inside, специалистом по России, который работал в военном кабинете Жака Ширака, в Европейском банке реконструкции и развития с Жаком Аттали, а затем в качестве старшего советника российско-израильского олигарха Михаила Фридмана, как главный экономист Альфа-банка. А в общем, оба автора и их связи весьма показательны. Ну и книжка весьма красноречивая. Основной посыл, если не прикрывать его красивыми словами, такой: больше власти и денег для транснациональных корпораций, меньше свободы и больше контроля для граждан, которые могут оказаться не готовы к серьезным изменениям. Национальному государству места не останется, добавляет Шваб открытым текстом. И вот еще одна цитата. «Вопрос о мировом правительстве в центре всех вопросов». Далее Шваб пишет: «С введением локдауна усиливается наша привязанность к близким. Мы больше ценим тех, кого любим, членов семьи и друзей. Но обратная сторона здесь в том, что это вызывает рост патриотических и национальных чувств вместе с темными религиозными воззрениями и этническими предпочтениями. И это токсичное смешение выявляет в нас худшее. А вот еще. Чтобы положить конец пандемии, необходимо создать всемирную сеть цифрового контроля». Почему-то сразу вспоминается плакат столетней давности. Наиболее радикальным средством снижения нагрузки на окружающую природную среду станет снижение демографического роста. Ведь чем больше демографический рост, тем выше риск новых пандемий. Экономика, конечно, централизованная и цифровая. Наличных денег не будет, будут повсеместно введены цифровые валюты. Ну и, конечно же, вкалывают роботы, а не человек. О резком сокращении рабочих мест в книге говорится многократно. До 2035 года может быть автоматизировано до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в торговле и 59% в отраслях развлечения. До 75% ресторанов могут разориться из-за локдаунов и последующих мер социального дистанцирования. Предполагается введение безусловного базового дохода для людей, которых заменят роботами, но только при условии подтверждения человеком того, что он вакцинирован. Новая модель здравоохранения будет предусматривать регулярное тестирование, обязательную вакцинацию, выдачу санитарного паспорта, установление ограничений и наказаний для лиц, уклоняющихся от выполнения правил медицинской дисциплины. Это, кстати, подтверждается вот этим видео. Здесь доктор Роб Батлер на научной конференции в качестве представителя Европейского офиса ВОЗ рассказывает, что 14 из 17 целей до 2030 года связаны с вакцинацией. В общем, подход серьезный и основательный, вплоть до того, что на сайте ВЭФа есть подкасты про великую перезагрузку для детей с героями улицы Сезам, где им объясняют, что хоть и нельзя играть с друзьями, зато можно играть в видеоигры. Какой дивный новый мир!
Давайте его опишем подробнее, ведь Шваб нарисовал картину крупными мазками, и логичнее добавить детали, которые подразумеваются, но как-то не выходят на первый план. Во главе мира стоят корпорации, фундамент капиталистического строя, компании, которые смогли монополизировать тот или иной спектр услуг, то или иное производство. Заработок превыше всего. Между корпорациями идет война за сферы влияния. Она идет всегда, но люди видят ее только тогда, когда в дело идут боевые роботы. Работе корпораций подчинено все. Высшее правительство, что решает судьбы целых народов и рас в мире киберпанка, это реальность. Они подмяли под себя все сферы жизни, их невозможно остановить. Нет такой силы, которая бы смогла это сделать. Людей зомбируют и отупляют, дают все для их низшего «я» – технологии, удовольствие, похоть. Восстания быть не может, ведь любые его побеги уничтожаются в зародыше, ибо о каждом человеке можно найти всю информацию за секунду. Кибернетические импланты и различные модификации человеческого тела стали повседневностью. В 2077 году слово «невозможно» потеряло свое значение. Протезы пользуются невероятным спросом. Риперы готовы заменить на хром практически любую часть человеческого тела, от большого пальца левой ноги до участка мозга. Ну а побочные эффекты? Да кто о них вообще спрашивает? Ведь теперь можно постоянно модернизировать свое тело, меняя импланты на все более и более новые, как раньше обновляли устаревший телефон на свежую версию. Да и на работу уже без имплантов не всегда и возьмут. Кому ты нужен такой натуральный, а значит медленный и слабый? Конечно, проблем с побочками можно избежать, обратившись за квалифицированной медицинской помощью. Но доступ к действительно хорошей медицине есть лишь у тех, кто способен платить. Очень хорошо платить. Все это кажется какой-то нелепой шуткой. Сценарий игры Cyberpunk 2077 пропихивается крупнейшими мировыми структурами в качестве желаемого варианта будущего. Ведь, по сути, Шваб руководит одной из самых влиятельных транснациональных площадок, которая не скрывает своих радикальных планов, продвигая, ну, как бы это помягче сказать, довольно антигуманные идеи. Только вот одно дело играть в такую игрушку на компе, где можно сохраниться и переиграть заново. И совсем другое дело жить в подобном псевдосправедливом высокотехнологичном мире. И, например, ходить вот с таким девайсом по улицам. Чтобы защитить своего ребенка от страшнейшей угрозы ковида, этот папа из Шанхая разработал защитную капсулу для своего ребенка с датчиками СО2 и прочими плюшками. Или, может быть, все это и хорошо? Все эти технологии ведь можно повернуть и в другую сторону. Например, раскрыть в расследовании, как высшее государственное лицо, глава внешней разведки, летает на бизнес-джете азербайджанского бизнесмена отдыхать в Австрии, купается в его бассейне и не испытывает никаких проблем с конфликтом интересов и законодательством. А бывший зять президента покупает многомиллиардный пакет акций Сибура за $100. Или обнародовать подробности работы личного консильери, прямо как в «Крестном отце» президента, который благодаря своим функциям превратился во второго человека в стране. Ну и в конце концов, ведь этот выпуск о великой перезагрузке вы смотрите на экране своего гаджета, а не получили его по голубиной почте. В общем, мгновенность и доступность информации, по идее, может же и помогать обществу стать более справедливым, более честным, более гармоничным, более открытым. Мы порассуждали об этом вот в этом выпуске. Конечно, можем ошибаться и в чем-то очень сильно, но посмотреть все равно очень рекомендуем. А с другой стороны, может ли быть, что журналистика уже сейчас, как и в придуманном киберпанке, работает на своих хозяев? Ну а их хозяева – сильные мира сего, те же корпорации или спецслужбы. Поэтому за любым смелым сюжетом или слитым компроматом обязательно кто-то стоит. Интересные вопросы, не правда ли? Обсудите их в комментариях после просмотра. Ну или сейчас, нажав на паузу. А мы продолжим. Великая перезагрузка включает в себя план преобразования мировой пищевой и сельскохозяйственной промышленности, а также рациона питания населения. Предпочтение отдается генетически модифицированным организмам, лабораторным белкам и фармацевтическим препаратам, а также промышленным химикатам. Например, Давосский форум продвигает и сотрудничает с организацией под названием Eat Forum. Eat Forum описывает себя как Давос для продуктов питания, который планирует повысить ценность бизнеса и промышленности и определить политическую повестку дня. Eat была соучредителем Wellcome Trust, организации, созданной на средства GlaxoSmithKline, и которая до сих пор поддерживает стратегические партнерские отношения с производителем лекарств. Eat сотрудничает с властями почти 40 городов в Европе, Африке, Азии, Северной Америке, Южной Америке и Австралии,
А еще она тесно взаимодействует с некоторыми крупнейшими компаниями, производящими имитацию мяса, включая Impossible Foods, а также с биотехнологическими компаниями, которые стремятся заменить полезные питательные продукты генетически модифицированными лабораторными продуктами. Первоначально в финансировании Impossible Foods участвовали Google, Джефф Безос и Билл Гейтс. Недавние лабораторные исследования показали, что имитация мяса Impossible Foods содержит уровни глифосата в 11 раз выше, чем в его ближайшем конкуренте. Глифосат – это сильнейший канцероген. Он вызывает рак, убивает почки, ведет к изменению ДНК. Об этом мы тоже уже рассказывали. Самая большая инициатива EAT называется Fresh, которую организация описывает как попытку стимулировать преобразование продовольственной системы. Партнерами проекта являются Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever и даже главный IT-гигант планеты – Google. EAT разработала то, что она называет диетой для здоровья планеты, которую ВЭФ отстаивает как устойчивое диетическое решение будущего. Эта диета направлена на сокращение потребления мяса и молочных продуктов населения мира, в некоторых случаях на 90%, и заменяет его продуктами лабораторного производства, крупами и маслом. Конечно, предлагаемая диета вовсе не о питании, а о большом бизнесе и о корпоративном захвате продовольственной системы. Согласно собственным отчетам EAT, большие изменения, которые организация и ее корпоративные партнеры хотят внести в продовольственную систему, вряд ли будут успешными, если оставить их на усмотрение отдельного человека. А изменения, которые они хотят навязать социальным привычкам питания, требуют переосмысления на системном уровне с жесткими политическими вмешательствами, которые включают законы, фискальные меры, субсидии и штрафы, реконфигурацию торговли и другие экономические и структурные меры. В общем, единая глобальная диета EAT будет обеспечиваться принудительно с использованием западных технологий и химикатов от корпораций. Овощи Шваба. На сайте ВЭФ можно найти описание будущего 2030 года от Иды Окен, бывшего министра окружающей среды Дании. Окен стала первым датским политиком, выбранным в качестве молодого глобального лидера Всемирного экономического форума, а также была избрана одним из 40 наиболее перспективных молодых лидеров в возрасте до 40 лет в Европе. Молодые глобальные лидеры – это еще одна организация, основанная Клаусом Швабом в 2004 году. Ее цель – воспитание нового поколения глобалистски мыслящих политиков. В описании 2030 года от Иды Аукен она восхищается новым миром, где она не владеет не только автомашиной или собственным жильем, но даже одеждой. Продукты превратились в услуги. Нет ничего своего, но все можно заказать или одолжить у бизнеса. Зато, как по мановению волшебной палочки, вдруг очистятся воздух и вода. Работать будут роботы, а люди проводить время в креативных удовольствиях. Меня больше всего беспокоят все люди, которые не живут в нашем городе. Те, кого мы потеряли по дороге. Те, кто решил, что этого стало слишком много, всех этих технологий. Те, кто чувствовал себя устаревшим и бесполезным, когда роботы и ИИ взяли на себя большую часть нашей работы. Те, кто расстроился из-за политической системы и повернулся против нее. Они живут другой жизнью за пределами города. Некоторые сформировали малообеспеченное сообщество. Другие просто остались в пустых и заброшенных домах в маленьких деревнях XIX века. Время от времени меня раздражает то, что у меня нет настоящего уединения. Нет места, куда я могу пойти и не попасть в поле зрения камер. Я знаю, что где-то все, что я делаю, думаю и о чем мечтаю, записывается. Я просто надеюсь, что никто не будет использовать это против меня. Но в общем, это хорошая жизнь. Гораздо лучше, чем тот путь, по которому мы шли, где стало так ясно, что мы не сможем продолжать жить по той же модели роста. У нас происходили все эти ужасные вещи. Болезни, связанные с образом жизни, изменение климата, кризис беженцев, деградация окружающей среды, полностью переполненные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха, социальные беспорядки и безработица. Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что можем делать все по-другому. Заканчивает описание общества будущего молодой лидер. Интересно, что первоначально статья называлась «Добро пожаловать в 2030-й. Мне ничего не принадлежит, у меня нет частной жизни и жизнь никогда не была лучше». А затем, видимо, под градом вопросов, автор изменила заголовок на «Вот как жизнь в моем городе может измениться к 2030 году». И оставила пояснение, что, мол, все это не желаемый вариант, а просто сочинение на вольную тему. У нас, кстати, тоже есть любители порассуждать на эту тему. Так почему это плохо?
Действительно, зачем всем владеть, если можно взять в аренду? Все просто. У тебя ничего нет, тебе нечего защищать, не за что бороться. По сути, ты вещь, которая принадлежит корпорациям в качестве придатка пользователя их сервисов. Подобные вещи Давос выпускал еще 4 года назад. Вот видео, в котором у тебя ничего нет и ты счастлив. В списках нынешних участников и выпускников программ молодых лидеров ВЭФ сотни депутатов разных уровней, топ-менеджеров инвестиционных компаний, известных актеров и спортсменов. Например, Марк Цукерберг и Сергей Брин, нынешний премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден, Леонардо Ди Каприо и Джек Ма. Есть такая странная структура, название которой даже на слух сразу вызывает вопросы. Совет за инклюзивный капитализм. Идея создания такого совета возникла после проведения глобального форума в Риме в 2016 году, где выступал Папа Римский Франциск и присутствовали представители крупных мировых компаний. В совет входят такие фирмы, как IBM, Lenovo, EY, MasterCard, DuPont, Allianz SE, TIAA, State Street Corporation и многие другие мегакорпорации с американской пропиской. Издание Fortune отметило, что к совету недавно присоединились Bank of America, BP, Johnson & Johnson, Salesforce и еще ряд других из списка Fortune 500. Сам Fortune является медиапартнером совета. На сайте совета указано, что под его управлением находятся 10,5 триллионов долларов США. 2,1 триллиона составляет рыночная капитализация компаний-участниц. Организация представляет 200 миллионов рабочих в 163 странах. На верхушке пирамиды совета управляющая структура, которая называется «Стражи». Одним из таких стражей является исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен. По его мнению, капитализм существует, чтобы делать правильные вещи, если он управляется соответствующим образом. Всего существует 27 таких стражей. Здесь немаловажно отметить весьма интересное совпадение. В масонстве 27-я степень называлась «властительный начальник храма». При посвящении в эту степень объяснялось, что новые члены этого уровня должны защищать их доктрины и принципы, а также следить за исполнением предписаний, которые выдаются высшими чинами ордена. Кроме того, когда-то считалось, что масоны 27-й степени являются своего рода судьями, которые вправе чинить власть даже над правительствами и народами. Конечно, сейчас масонство не имеет такого влияния, как пару веков назад, но, тем не менее, аллегория имеет место быть. Среди стражей также председатель Совета директоров Johnson & Johnson Алекс Горски, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурия, председатель Visa Inc. Альфред Келли, казначей штата Калифорния Фиона Ма, президент фонда Рокфеллеров Раджив Шах, президент фонда Форда Даррен Уолкер, известный инвестор и управляющий Марк Вайнбергер. Лин Форестер де Ротшильд, который является основателем Совета и управляющим партнером Inclusive Capital Partners, также выступила на презентации, сказав, что этот совет последует предостережению Папы Франциска прислушаться к крику земли и крику бедных и ответить на требования общества о более справедливой и устойчивой модели роста. Вот так о нас с вами заботятся сильные мира сего. Давос, стражи, Бильдербергский клуб. Можно ли доверять всем этим решениям денежных мешков, несмотря на заявленные благие цели и красивые слова? Ответить на этот вопрос вы можете в комментариях под выпуском. Но главное, что только если все эти факты увидит как можно больше людей, только тогда можно что-то изменить. Мы старались, чтобы этот фильм был информативным и интересным. И если вы считаете, что он заставляет задуматься, распространите его, поделитесь там, где посчитаете уместным. YouTube этого делать точно не будет. Это будет лучшей благодарностью от вас, друзья. Ведь именно обратная связь заставляет нас двигаться дальше. Без вашего участия все просто теряет смысл. Благодарим за просмотр и до встречи в следующих выпусках на Крамоле.